Сколько тестов вообще в стране доступно, потому что некоторые регионы жалуются на то, что не могут пройти тестирование или люди не могут найти тесты. Это ОИЛА. What is the number of available test kits in the country? Because we receive a lot of complaints from different regions of the country that they cannot go testing and people cannot get tested. Yeah. The second is question from Вечерка about total number of tests. То есть общее количество тестов, которое было сделано на COVID в стране. And the second question from Вечерка TJ, which is concerning the total number of tests that have been performed already in the country as of today. Да, значит, третий вопрос от Your TJ по поводу, могут ли врачи пройти тест, то есть тест на наличие антител короны. And another question from your TJ website is that can the healthcare workers go through the testing for antibodies of coronavirus? Да, это не только врачи, но общая публика тут в общем. So it's not only the health workers, but overall population. Can they start testing for coronavirus antibodies? Oh, antibodies. Четвертый вопрос. Антитела, да? Да, на антитела. Четвертый вопрос. Тестируют ли врачей на коронавирус, так как уже несколько медицинских работников скончались? And question number 4 is, are the healthcare workers being tested for coronavirus because there are well-known several cases of death among the health workers? Последний вопрос. Насколько оправдывает себя система тестирования в Таджикистане, центральные лаборатории и регионы расположены очень далеко, тестов мало. Спасибо. And how the last but not least, the question is how it is reliable, the testing system or testing algorithm in the country where there is one central laboratory in Dushanbe and all the regions are located in such a remote areas or in such a И мы получили еще один вопрос касательно тестов сейчас. Это сколько человек работает в лаборатории по тестированию COVID, сколько тестов они могут обрабатывать в день? Это just now we received another question related to the testing, that how many people are working at the laboratory that conducts the testing and what is their capacity per day of COVID testing. Off some of the questions to Ministry of Health and also other colleagues. С вашего позволения я начну отвечать на некоторые вопросы и передам некоторые вопросы нашим коллегам из Министерства здравоохранения и другим членам команды ВОЗ. So let me start and confirm that the place that they're doing testings currently are in Dushanbe. Я хотел начать отвечать на вопросы с подтверждения того, что место, где фактически проводится тестирование на коронавирус в Республике Таджикистан, находится в городе Душанбе. And one of our observations and recommendations is, as I put in the press statement, is that we believe that there needs to be an expansion of testing, not only in Dushanbe, but also in the oblasts. И в связи с этим одна из наших рекомендаций и наблюдений, которые мы уже также включили в это заявление для прессы, заключается именно в том, чтобы расширить потенциал по тестированию, чтобы тестирование осуществлялось не только в Душанбе, но и в областях. And we are working with the Ministry of Health and other colleagues to look at how to not only enhance labs that are currently available, but also to deploy mobile labs. И сейчас мы как раз таки уже начали обсуждение с Министерством здравоохранения и нашими коллегами из команды на того, как мы можем повысить уровень не только существующих лабораторий в стране, но также и применять и привлекать некоторые мобильные лаборатории к этой работе. That will not only increase the capacity at the local level, but also increase the availability and waiting time for test results. И это позволит улучшить ситуацию не только, скажем, по тестированию для граждан и на местном уровне, но также позволит расширить, скажем, спектр оказываемых услуг и также время ожидания результатов тестов. So they can get their test back
test results back more quickly. То есть это, говоря простыми словами, тестируемые смогут получить результаты своих тестов быстрее. I believe currently that the number of tests that they're able to complete each day here is around 230, 250. И я считаю, что по нашим наблюдениям максимальное число тестов, которые могут проводить при имеющихся лабораторном потенциале, составляет 230-250 тестов в день в Душанбе. And obviously, we think that there needs to be more testing, and hence our recommendation for expanding test sites within Dushanbe, but also within the oblast. И тем самым это и послужило основой для нашей рекомендации о необходимости расширения потенциала или наращивания потенциала по тестированию путем повышения уровня или повышения потенциала лаборатории и в Душанбе по COVID именно, и также и в областях, создание потенциала в областях. So referring to antibody tests, can you make a comment? Что касается тестирования на антитела, вот наш коллега Александр Семенов, он представит свои комментарии, ответ на этот вопрос. How is better to answer in English and Russian? I think Russian will be better, it will be more accessible. And then he can translate for me, or not. The reverse translation. Окей, хорошо. Подвергнем себя опасности, снимем маску. Так, здравствуйте. Разумеется, тесты на антитела дают очень важную информацию о истинном числе людей, перенесших инфекцию. Indeed, antibody COVID tests will give you reliable information about actual number of people who have survived the COVID-19 infection. С одной стороны. С другой стороны, они помогают нам ответить и на вопрос, насколько хорошо защищены, например, уязвимые группы, в частности, медицинские работники, которых в первую очередь проверяют на антитела к коронавирусной инфекции, потому что очень важно сохранить их здоровье и оставить их в строю, особенно в период борьбы с коронавирусной инфекцией. And this is on one hand. On the other hand, they are very important. They play an important role in testing of the healthcare workers because we have to know what is the situation with healthcare workers and protect them, such a vulnerable group of population, in order to have ability to continue responding to outbreak. Поэтому это одна из наших рекомендаций – ускорить внедрение тестирования и встроить его в диагностический алгоритм, применяемый здесь, в Республике Таджикистан. Более того, вот, работа продолжается и сегодня. Да, я только что вернулся из лаборатории, которая, как мы предполагаем, будет основной в этой работе, будет координировать усилия по серологической, ее называют серологической диагностике, тестов на коронавирусную инфекцию. Поэтому думаю, что в ближайшие дни мы получим внедрение подобных тестов в диагностическую практику работы Министерства здравоохранения. И они станут доступны не только для специалистов, но и для населения. And hence we have made a recommendation about introducing the antibody testing, or as we call it, serological testing, into the testing algorithm of the Ministry of Health. And we are continuing working in this area. And I just recently returned from the lab that we envisage as a lab that will be conducting this type of testing for COVID-19, and it will help us. And soon this type of testing will be available not only for health workers and specialists, but also for the general population. Thanks, Alexander. Can you answer the question about total number of tests and tests available? И, пожалуйста, передаем возможность госпоже первому заместителю министра здравоохранения ответить о существующем количестве тестов и общих проведенном количестве тестов. Я хочу отметить, что еще 11 февраля, когда мы забрали наших студентов из Ухани, им было из 46-22 человекам было сделано тестирование. Эти тесты были проверены, протестированы в лабораториях ВОЗ, расположенных в Номере. Результаты этих наших студентов оказались отрицательными. Сегодня в республике мы располагаем 44 тысячами тест-систем,
Они представляют тест-системы России, Китайской Народной Республики и Германии. So we have to start by pointing out that already on February 11, when we evacuated 46 students of Tajikistan from Wuhan of China, 22 were tested, and their results were also sent for verification to the reference laboratory in London, which also confirmed their negative results. As of today, we have 44,000 test kits in the Republic of Tajikistan, which are production of Russian Federation, China, and Germany. Значит, мы протестировали 7700 человек в Республике Таджикистан, и из них 661 получаются положительными результатами. We have tested 7,700 people in the Republic of Tajikistan during this period, and out of those, 661 were positive. На самом деле, в рамках работы команды миссии ВОЗ, Indeed, actually, in the frame of the activities of the WHO mission team, была определенная работа проведена по изучению лабораторной службы в республике. they have also made some efforts on studying and evaluating the laboratory capacity in the Republic of Tajikistan. Даны рекомендации по привлечению, значит, Института профилактической медицины лаборатории ПЦР-диагностики. And one of the recommendations was involving the PCR diagnostics lab of the Institute of Prophylactic Medicine of the Republic of Tajikistan. Существующие референс-лаборатории. Existing reference laboratory of the Republic of Tajikistan. And public healthcare laboratory. Кроме того, по Роспотребнадзору были доставлены мобильные лаборатории, они находятся у нас в Хатлоне. And also the labs that were provided by the Rospotrebnadzor mobile laboratories that were provided by Rospotrebnadzor are currently in Khatlon region. И мы думаем, что если мы будем укреплять потенциал, повышать уровень знаний наших сотрудников, которые работают в этих лабораторных службах, можно будет расширить охват тестирования населения. And we believe that with capacity building of staff that are already working in these labs, we will be able to expand the laboratory diagnostic services for COVID in the country. Мы уже еще обсуждали вопрос привлечения частных лабораторий. And we were also discussing the issue of involving or engaging private laboratories in the country. Поэтому я думаю, что если мы еще используем этот потенциал, будет возможность расширить для желающих пройти тестирование через частные лаборатории. And I believe that if we will also use this capacity, which also will allow us expand. Therefore, first of all, the also tests would require the standardized samples. Каждый день наука изобретает какие-то новые виды тестов. And every day the science is introducing some new types of testing and tests. И фактически последние тестирования, которые уже мы начали пользоваться, они дали положительный результат. And the latest testing test kits that we have started using gave us opportunity to detect the positive outcome. Natalia and then Alexander. Yep. Я хочу прокомментировать вопрос заместителя министра здравоохранения в отношении того, что тесты были не настолько эффективны, насколько хотелось бы, потому что, я так понимаю, на рентгенограммах, на компьютерных томограммах уже выявлялась пневмония, а тесты оказывались отрицательными. Просто дело в том, что если речь уже идет о развитии пневмонии, это уже не первый день болезни, то есть, если развивается пневмония, это уже как минимум 5-6 день заболевания, то вирус исчезает из верхних отделов дыхательных путей, и в этом случае тесты, которые были забраны из ротоглотки и носоглотки, естественно, могут быть отрицательными. То есть для того, что сейчас вы видите, что эффективность тестирования повысилась, это связано с тем, что начали выявлять заболевания просто в более ранние сроки, когда речь идет об инфекции еще не нижних дыхательных путей, а верхних. А второе, вы должны помнить, там, дорогие коллеги-журналисты, что никто не отменял другие вирусные пневмонии. И то, что к нам пришел COVID, это не значит, что исчезли пневмонии, которые вызывают метапневмовирусы, которые вызывают вирус гриппа. Другие-то пневмонии тоже остались. Сейчас еще конец сезона вирусных заболеваний. Поэтому то, что отрицательные тесты мы видим пневмонию, это не значит, что
тесты недостаточно чувствительны, не всегда это так. Это раз. Как раз по производителям чувствительность сейчас выровнялась настолько во всем мире, что, в общем, не имеет принципиального значения. Китайские, немецкие, российские, корейские тесты или японские вы применяете. Чувствительность у всех стандартизирована одинаковая. А вот то, что есть другие причины, влияющие на результат, поэтому очень важно для нас как раз дополнить имеющийся лабораторный тест на ПЦР, вот именно тестом на антитела коронавируса, чтобы доказать, что это именно коронавирусная пневмония была у пациента, а не какая-то другая. Желательно, конечно, проводить тестирование на всю респираторную. Just give me a little summary. Just the thing is that one of the issues which was related to the having patients having the pneumonia, but there is no the negative coronavirus test, is that if the patient has already some pneumonia developed, that means we are talking about the 5th or 6th day of disease. Therefore, the virus itself is going down Deeper. to the deeper into the lungs of the human. Therefore, just having the samples from the nosocomial samples will not give you a positive on the. And with regard to the other side, Mr. Alexander mentioned that having the pneumonia does not exclude other viruses which are causing the pneumonia. So that since we have a COVID, it doesn't mean that other metaviruses, flu-caused pneumonia, or other types of viral pneumonia are not there. So we are still within the season of the seasonal pneumonia or the acute respiratory diseases area. And in order to ensure, and with regard to the sensitivity and quality of the test kits, Mr. Alexander stated that nowadays, as of today, they are so developed that their sensitivity is standardized across all the manufacturers, regardless if it is Chinese, German, Russian, or any other country. Therefore, in order to ensure that even the pneumonia is the COVID pneumonia-related pneumonia or other viral pneumonia, we have to do PCR tests along with antibody tests that we were talking about. Yeah. Okay, great. Thanks for the small summary. Great. Okay, so I think we covered group one. If there are any other questions, Parvish, let us know. Я думаю, что этим мы, как говорится, с вами охватили все вопросы из первой группы, что касается тестирования. Если есть какие-то еще дополнительные вопросы, мы готовы, пожалуйста. Да, значит, спасибо, дорогие коллеги. Есть еще несколько вопросов, которые написали в чат по тестированию. Я коротко их зачитаю и просим также коротко ответить. Сейчас, дайте это переведу тогда. Thank you very much, dear colleagues, for your answers. And we have to say that with regard to testing, we have several additional questions. I will just briefly read them out so that you will give as brief as possible the answers. Да, пожалуйста. Один такой общий вопрос, почему не все могут опять-таки пройти тестирование. Думаю, на это уже было упомянуто. Второй, по какой причине не выдавались результаты тестов, прошедших карантин по приезду. И еще один вопрос от Азия Плюс по поводу того, почему не проводилась компьютерная томография раньше, когда тесты не подтверждались. А если проводили, видели клиническую картину, то почему продолжали утверждать, что в стране нет коронавируса? Так. Последний вопрос. Вы записываете, да, Юсуф? Да, я записываю. Хорошо. И последний вопрос по поводу симптоматики. То есть могут ли те, которые не имеют, значит, у которых нет симптомов заболевания, и они не проходят тестирование, когда обращаются, но они в то же время могут заражать других. So there are four questions in general. First question is that why not everybody who wants to be tested is not covered with testing or provided opportunity for testing. And the second question is that why the result of testing were not issued to all people who were on quarantine or isolation, 14 days isolation. And another question from Asia Plus newspaper or news agency is that
why the CT scans were not introduced from the very beginning, and if they were introduced when you see the clinical picture of the pneumonia, why these were not confirmed with the testing. And last but not least is that there are patients we know with the symptoms and asymptomatic symptomatic patients. So in this case, if the patients do not show any symptoms, if they are not tested, but they can still infect, what would be the action in this regard? Я, по-моему, правильно, да, перевел все? Okay. Да. So I think that's one of the challenges with this particular virus outbreak is that you can be infecting people, but also not showing symptoms. Один из вызовов или серьезных проблем, которые связаны именно с этим коронавирусом, новым коронавирусом COVID-19, заключается в том, что человек может быть инфицирован и инфицировать других людей, но при этом не показывать никаких симптомов заболевания. And so I think this relates to some of the physical distancing recommendations that we've had globally, but also that some of the physical distancing measures that are currently being implemented here in Tajikistan are meant to help with. И в этом направлении как раз мы предполагаем, что именно вот эти рекомендации касательно социального и физического дистанцирования, которые были реализованы на глобальном уровне и также реализуются в Республике Таджикистан, как раз таки эти меры, они предназначены для того, чтобы устранять или снижать вот этот риск, связанный с такими случаями бессимптомного течения заболевания. In an ideal world, we would test everybody. В идеальном мире, конечно, мы бы протестировали всех подряд. And then we would know who the infected people are and to quarantine them. И в идеальном мире также тогда мы в результате тестирования всех мы бы знали, кто у нас инфицирован, и смогли бы закрыть этих людей на карантин или изолировать этих лиц. And we are, you know, as we've already discussed, globally and also in Tajikistan, there's a limitation on how many tests we can conduct and who we should test, and that currently is done on a symptomatic basis. We're testing people with symptoms or people in hospitals. И это как раз таки именно касается тех дискуссий и разговоров как на глобальном уровне, так и также, как это реализовывается сейчас в Таджикистане, что мы тестируем только тех лиц, которые госпитализированы, или тех, которые проявляют симптомы. Or high-risk individuals. Или тех лиц, которые находятся, скажем, в зонах высокого или повышенного риска. So in general, we try to rationalize testing and ensure that those people who are most at risk are getting tested. И ввиду с учетом вот этих ограниченных возможностей по тестированию, которые сейчас есть, мы стараемся рационально использовать этот потенциал и тестировать тех людей, которые подвержены повышенным рискам. And I think as we have recommended and has been agreed to by the ministry, we will work on helping to expand testing capacity, and that will allow us to test more individuals. И поэтому в связи с этим мы также рекомендовали и достигли согласия с Министерством здравоохранения, что мы окажем содействие в расширении потенциала по тестированию в стране, и тем самым мы сможем увеличить или расширить количество тестирований. And this also relates to the question about the CT scans. Это также и связано именно как бы с вопросом по КТ-сканированию, то есть компьютерной томографии. So currently, the only way of actually knowing whether somebody has COVID-19 is with a diagnostic viral test. И на данный момент единственный способ подтверждения того, что у человека именно инфицирование COVID-19, это проведение диагностического вирусного тестирования. The CT scan or X-rays are very helpful in identifying people with a pneumonia or some sort of lung infiltrate or lung disease. И сканирование компьютерной томографии или рентгеноскопия, они являются, именно рентгеносканирование является очень хорошим методом определения того, что у кого-то есть пневмония или какое-то заболевание легких. And are very important in individual patient management. И эти виды тестирования или сканирования играют очень важную роль в лечении конкретного пациента.
but they can't be used to diagnose COVID-19. Но здесь вот эти методы диагностики, как компьютерная томография и рентген, не могут быть использованы для подтверждения инфекции именно COVID-19. And so I think the last question has to do with test results. По-моему, один вопрос, который еще пока мы не охватили, это касательно результатов тестирования, да? And whether people are receiving the results of those tests, correct? И если мы правильно понимаем, этот вопрос касался того, получают ли люди результаты своих тестов, правильно? So I don't know whether we can actually answer that question about the procedures for conveying the results of a test result back to an individual. We'll have to look into that and see what we can put in our recommendations. Я думаю, что здесь, говорит, мы на данный момент не готовы ответить на вопрос того, как или когда получают люди результаты своего тестирования. Этот вопрос нам нужно еще дальше исследовать и представить соответствующие рекомендации. Because we do think it's quite important that people who have had a test are able to know whether they're positive or negative. I think that's obviously it's an important test result to know the results of. И, тем не менее, наша позиция заключается в том, что те люди, которые прошли тестирование, они должны знать результат своего теста, они положительные это или отрицательные. So, yeah, I think we'll confer with our colleagues and make sure that we have some information on that and can include a recommendation within our report. И мы обсудим дальнейшее, направим запрос нашим коллегам по этому вопросу, и по получению ответов мы представим наши рекомендации в этом направлении. Okay, so I think in the interest of time, we should move on to the next section of questions. Я думаю, что это вот все, что мы могли сказать по этим вопросам. И с учетом времени давайте предлагаем перейти к следующей группе вопросов. Спасибо большое, дорогие коллеги. Следующая группа – это статистика. У нас пока 3 вопроса. Это первый. Насколько достоверна официальная статистика по коронавирусу в Таджикистане, на ваш взгляд, учитывая все то, что сейчас было сказано по поводу регистрации, симптомов, тестов и остального? Второй. Известно ли вам об организации онлайн-ресурса со стороны гражданского общества по отдельной регистрации, народной регистрации смертности от коронавируса TheBestTJK, где смертность указана намного выше? И третий от ОЗД, это по поводу анализа или прогноза от Всемирного банка, который прогнозировал недавно, что в зависимости от ситуации ожидается от 72 тысяч до 230 тысяч тяжелых случаев, и от 13 600 до 43 500 критических случаев, и от 6600 до 21 тысячи случаев смерти от коронавируса. И хотят узнать мнение экспертов по этому. So the next group is statistics, related with statistics, and therefore the first question is what is the opinion of mission about the reliability of the official statistical data that was published, considering all those symptoms, registration issues that we have discussed about? And the second question, that are you aware of the online resource which was organized by civil society on registration of cases of death from COVID in the Republic of Tajikistan? Вы еще раз скажите, пожалуйста, как адрес вот этого ресурса вы отметили? kvtj.info. 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 Okay. And then the third question from Ozodi is that what is your opinion about the forecast or prognosis of the World Bank, which was published recently, where they expect, depending on the development of situation, from 72 to 230,000 of the severe cases related with COVID, from 13.6 to 43.5 critical cases, and from 6,600 up to 21,000 cases of death
from COVID in the Tajikistan as their forecast. What is the opinion of WHO mission on this forecast of such a prognosis? Sure. So maybe we'll start at the last and work our way forward. Тогда давайте начнем сразу из последнего вопроса. So forecasting or predicting the number of cases for COVID is quite complex. Здесь нужно отметить, что любой вид прогнозирования или попытки предвидеть развитие или количество случаев заболевания по COVID – это очень комплексная работа. And of course, it is a forecast that you make today is dependent on different inputs. И те прогнозы, которые мы делаем сегодня, очень сильно зависят от разных вводных ресурсов или от разного вклада или действий. And if you change any of the inputs, you change the actual outcome. И фактически, когда ваши вводные действия или вводные ресурсы меняются, то потенциальный результат тоже будет, соответственно, меняться. So forecasts are often a snapshot of what we think might happen in the future. И обычно вот эти прогнозы представляют себе как бы своего рода моментальный снимок того, что мы думаем произойдет в будущем на основе текущей ситуации. And of course, they can be very helpful in planning and preparing, but the future is often unknown. И, конечно, такие прогнозы могут быть полезны для планирования и для подготовки, но мы все понимаем, что будущее пока нам неизвестно. And so we try to look at any sort of forecast with, we try to take into lots of different factors while looking at one individual forecast. И, конечно же, при рассмотрении того или иного отдельного прогноза мы должны учитывать очень много разных факторов. And I think we appreciate the World Bank for the work that they've done on working on different types of forecasting. И мы также нужно сказать, что мы высоко ценим работу Всемирного банка в направлении разных видов прогнозирования, которые они выполняют. And I think we've seen globally that we really want to be preparing for worst case scenarios. И, в принципе, на основе опыта на глобальном уровне мы видели, что нам нужно всегда быть готовыми к наихудшему сценарию развития событий. And working very hard to make sure they don't happen. И очень много работать для того, чтобы не допустить этого события или этого сценария. Okay, so for that one. As far as the online resource about deaths, I don't know that we've had an opportunity to actually look at it in depth, and I think during our time that we have left in country, we'll be happy to take a look at that particular resource. Что касается вот этого онлайн-ресурса, организованного гражданским обществом, у нас на данный момент не было возможности или времени более углубленно рассмотреть этот ресурс, но тем не менее в течение того периода, пока мы находимся в Республике Таджикистан, мы будем, конечно, детально рассматривать, подробно рассматривать этот ресурс. I think a lot of the work that we've done this week and that we'll continue to do in Tajikistan is to really reduce the number of severe cases and obviously the potential for death from COVID-19. И та работа, которую мы проделали уже в течение этой недели и будем продолжать делать во время нашего пребывания в Республике Таджикистан, я думаю, будет направлена на то, чтобы на сокращение вероятности или возможности тяжелых случаев, тяжелых состояний среди больных COVID и, конечно же, предотвращение смертности среди заболевших COVID-19. And I think, we're always concerned about high-risk populations. И я думаю, что вы знаете, что мы всегда опасаемся именно о группах населения под повышенным риском. And we've seen globally that many vulnerable groups or individuals with chronic diseases are often the most likely to die from COVID-19. И глобальный опыт нам показывает, что чаще всего люди, находящиеся в повышенной группе риска, например, как люди с серьезными хроническими заболеваниями, чаще всего сталкиваются со смертью именно от COVID-19. And so that, as I mentioned in the press release,
there are certain groups that we are concerned about, and we want to make sure that there are proper attention given to those individuals and those groups. И поэтому, как мы уже отметили в нашем пресс-релизе, мы рекомендуем уделять особое внимание тем определенным группам или слоям населения под повышенным риском, и для того, чтобы защитить их или предотвратить заболевания именно среди этих слоев населения. Okay, and then as far as the first question about data and statistics from the Ministry of Health. Что касается первого вопроса касательно достоверности данных и статистики, получаемой от Министерства здравоохранения. So WHO has a long-standing relationship with Ministries of Health and also the Ministry of Health of Tajikistan. У ВОЗ очень долгосрочное налаженное сотрудничество или взаимоотношения вообще с министерствами здравоохранения по всему миру, но также, в частности, с Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. And we rely on maintaining a good relationship with the Ministries of Health and the sharing of information. И мы продолжаем надеяться и на усилия по поддержке открытого обмена информацией с Министерством здравоохранения Республики Таджикистан. And there are a lot of things that go into reporting data and information. И очень много вопросов или деталей, которые влияют на отчетность данных или на передачу информации. And we're continually working with the Ministry of Health to improve those systems, particularly in this COVID-19 outbreak. И мы продолжаем работать с Министерством здравоохранения по улучшению или повышению, по совершенствованию этих систем информации или систем отчетности, и в частности в ситуации, связанной с COVID-19. Because the number that we get today has gone a long way to reach us. Потому что те цифры, которые мы получили сегодня, они прошли очень долгий путь перед тем, как они дошли до нас. It has to be reported by a hospital to an oblast to a central level and then collated and put into a format for sharing. Потому что эта информация, она должна в первую очередь дойти от, скажем, от госпитального учреждения или учреждения здравоохранения на областной уровень, который потом отчитывается в министерство, где это все агрегируется, компилируется и потом предоставляется нам. And so, particularly during an outbreak like COVID-19, things are happening very rapidly, and sometimes there can be delays in information. И в частности в таких ситуациях или во время таких вспышек, как текущая вспышка COVID-19, ситуация или события происходят очень быстро, и что иногда приводит к задержке статистических данных. And we will be working with the Ministry of Health based on our recommendations on helping them to optimize some of their systems to increase reporting and the ability to share that information on a wider basis. И мы будем продолжать нашу работу, совместную работу с Министерством здравоохранения по оптимизации системы обмена информацией и для улучшения качества информации. Это частично наука, а частично это искусство. Because data becomes outdated the minute we get it. Потому что чаще всего эти данные устаревают с момента, как мы их получаем. And so we work very hard to interpret data and to work to get the most up-to-date and current data possible. И мы ведем очень большую работу для того, чтобы получать самые свежие данные и самые надежные данные. And it's a continuous process not only in Tajikistan but in all of our member states and globally. И это процесс, который происходит постоянно с нашими странами-участницами не только в Республике Таджикистан, но и также и странами-участницами по всему миру. I think we realize that data and information is particularly important, and we want to make sure that we can act on the most current and most accurate data. И мы также признаем, что данные и информация играют важную роль, и мы делаем все возможное для того, чтобы предпринимать меры или осуществлять действия на основе самых свежих и самых достоверных и надежных данных. Okay, I think those are the three data and statistic questions. I don't know if there are any more of those or whether we want to. I'm not sure how much time we have together, but I want to make sure that through all of the categories. И поэтому, говорит, это все, что мы хотели на данный момент ответить на эти три вопроса касательно статистических данных. И я не знаю, есть ли у нас время и возможность ответить на дополнительные вопросы по статистике. И есть ли такие вопросы, или нам нужно уже переходить на следующие, потому что у нас также остается мало времени.
Да, благодарю вас, дорогие коллеги. Мы плавно переходим к следующей группе вопросов. И также на те вопросы, которые мы не успеваем ответить во время мероприятия, мы предлагаем предоставить письменный ответ в группе вопросов. We can move on to gradually move on to our next group of questions, and also we would like to request that for those questions we were not able to address or answer during this, to provide the written answers. Sure. I think we obviously only have a limited amount of time together. We could probably talk about questions and answers for hours and days. But we're happy to take those questions and we'll send answers back to you, Parvas, and then you can share them with the relevant parties. И, к сожалению, у нас небольшое ограничение во времени, сколько мы можем с вами вживую общаться или через видеоконференцию общаться, но тем не менее, Парвиз, мы готовы получить, и мы будем готовы получить ваши эти вопросы и ответы предоставить вам, Парвиз, чтобы вы предоставили соответствующим лицам, которые задали эти вопросы. Да, благодарю вас, дорогие коллеги. Давайте мы зададим самые повторяющиеся вопросы из 3 оставшихся категорий. В принципе, на остальное предоставим письменный ответ. Спасибо. So then I would propose, thank you very much for this opportunity, and then I would propose to go with the frequently asked questions on all 3 categories, the most frequent questions, and the rest we will provide you to get a written answer. Absolutely. Это будет отлично, спасибо. Yep. Спасибо. Так, 3-я категория – это оснащение. Уже на этот вопрос также прозвучал ответ. Как вы оцениваете готовность Таджикистана для борьбы? В общем, следующий. Есть ли точная статистика по оснащению клиник необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарствами и тому подобное, ИВЛ-оксигенераторами? И 3-е – это вопросы касательно нехватки средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала, так как общество взяло на себя частично эту роль и постоянно проводятся эти акции. Спасибо. So in this, the third group of questions supplies. So how would you evaluate the preparedness of the Republic of Tajikistan on responding to COVID-19 with regard to the equipment and supplies? And the second question is, are there clear statistics about the personal protective equipment, medication, about the oxygenators, ventilators, and other equipment available in the country with regard to this outbreak? And what is your opinion about the shortage of personal protective equipment for healthcare workers in the country, because civil society and community are conducting several times of different promotion actions and activities in order to supply the health workers with the PPEs. Okay, great, thanks. So, so as far as preparedness, I mentioned it a little bit in the press brief, is that there has been efforts made to prepare, reconfigure, reorganize health facilities to accommodate COVID-19 patients. А что касается уровня готовности, я уже в пресс-релизе говорил, что были определенные усилия приложены по перепрофилированию, перенаправлению работников здравоохранения на реагирование COVID-19. And some of our recommendations revolve around expanding and ensuring that there is surge capacity to accommodate more COVID-19 patients. И некоторые из наших рекомендаций, как мы уже говорили, они касаются именно расширения возможностей, расширения потенциала и обеспечения возможности дальнейшего быстрого расширения потенциала для того, чтобы принять больше пациентов с COVID-19 при необходимости. And we've been in discussions about the deployment of emergency management teams to help with the organization and expanding the surge capacity in country. И также мы обсуждали вопрос развертывания или мобилизации команд экстренного управления, да, вот, экстренного реагирования, которые помогут стране и будут консультировать страну по возможности расширения потенциала в стране. And we are working on identifying additional equipments
and needs for ensuring that that surge capacity is available here. И мы также работаем над определением потребностей в дополнительном оборудовании, дополнительных каких-то дополнительном оснащении для того, чтобы была возможность такого быстрого расширения потенциала при необходимости. I mean, as I said in the press statement, we have seen that even the most prepared and well-developed countries can be overwhelmed very quickly. И как уже было сказано в нашем пресс-релизе, что мы по опыту видели случаи, когда наиболее развитые страны, наиболее укрепленные системы здравоохранения очень быстро были перегружены в течение этой вспышки. And I think we want to take those lessons that we've learned in those places and be able to apply them in a local context. И поэтому я думаю, что нам нужно взять вот эти уроки, которые мы вынесли из тех случаев или из этого опыта и применить их в текущем контексте или в местном контексте. On the issue of personal protective equipment and medicines or pharmaceuticals and other sort of expendable equipment. Что касается вопроса о средствах индивидуальной защиты, медикаментах, вентиляторах и других медицинских материалах или медицинских товарах, которые необходимы, there is a need in the country to improve stockpiles and to increase availability of those personal protective equipment. В стране есть острая необходимость в расширении запасов или налаживании запасов средств индивидуальной защиты. We've seen in different facilities throughout the country that sometimes the stocks are quite fragile and need to be resupplied. В некоторых медицинских учреждениях по всей стране, которые мы посещали, мы видели, что их запасы очень истощаются очень быстро, и они требуют доукомплектования и дополнительных поставок. And of course, this is a very important part of protecting patients as well as healthcare workers. И поэтому вот средства это играет очень важную роль в защите как работников здравоохранения или медработников, так и в защите пациентов. We know that recently there have been some additional supplies brought into the country, and we understand that those need to be distributed. Мы знаем, что в недавнее время, недавно были дополнительные поставки в страну этих материалов, и они должны быть уже распределены как можно быстрее. And we appreciate that in some areas there have been issues in some clinics about having sufficient numbers of PPE for individual doctors and healthcare workers. И также мы понимаем, что в некоторых клиниках или в некоторых учреждениях здравоохранения были проблемы с обеспечением средств индивидуальной защиты для отдельных врачей или отдельных медсестер или других работников здравоохранения. And we've gotten that feedback from physicians and other healthcare workers. И мы получили эту информацию или такие отзывы от врачей и других медицинских работников. And confirm some of the discussions that we've had with our civil society partners. И также получили подтверждение от наших в течение вот этих дискуссий или обсуждений, которые у нас были с партнерами из гражданского общества. And in discussion with our Ministry of Health colleagues, we see that this is a very important piece of our recommendation, and we'll help to see how best to implement that. И также в обсуждениях, наших дискуссиях и обсуждениях с нашими коллегами из Министерства здравоохранения мы подчеркиваем, насколько это важный вопрос, и мы хотим также и оказать содействие в решении этих вопросов. And I think this also relates to essential medical or medicines that need to be resupplied in the country. И я думаю, такая же ситуация имеет отношение к базовым лекарственным средствам, которые требуют пополнения в стране. So while we are working to respond to the COVID-19 outbreak, we also need to make sure that people with diabetes or children that need vaccines are also able to receive those. И в то время, как мы все боремся с пандемией или вспышкой COVID-19, мы не должны забывать, что люди, например, пациенты с диабетом или дети, которым нужны вакцины, будут продолжать получать то, что им нужно. And in some of the discussions we've had about what are the current stocks and when they will run out, I think we realize that there are critical needs in the country, and we want to ensure that there are no stockouts.
И также в наших обсуждениях и на вопрос о том, какие у нас, насколько хватит запасов тех или иных, скажем, товаров или медикаментов, мы получили и мы пришли к выводу, есть определенные критического уровня потребности, которые требуют пополнения, и мы должны сделать все возможное, чтобы эти запасы не истощились. And I think my comment in the press release about humanitarian corridors is one way that we're looking to try to address this need that will continue to be an issue without regular international connections. И наш комментарий или рекомендация о создании вот этих гуманитарных коридоров, которые мы представили в нашем пресс-релизе, именно направлен на пополнение вот таких вот, на, скажем, устранение или решение вот этих проблем, которые будут становиться все острее и острее без регулярных авиаперелетов или без регулярных рейсов. Okay, so, do you want to say something? Я могу добавить к тому, что сказал господин Коннор. Наверное, нужно отметить, что сегодня правительство Республики Таджикистан делает тоже все возможное для того, чтобы защитить врачей, закупать средства индивидуальной защиты, здравоохранение, медицинское оборудование для того, чтобы обеспечить качественное лечение. And to statement of Dr. O'Connor, I would like to state that also the government of Republic of Tajikistan is doing everything possible to ensure or to supply all the personal protective equipment as well as medication to the healthcare system and facilities in order to ensure appropriate treatment of the patients. Министерство здравоохранения как раз совместно с ВОЗ сразу разработал и составил список первоочередных потребностей системы здравоохранения в рамках противодействия COVID. Ministry of Health, together with WHO, have developed the list of priorities and priority supplies that are needed to the country in order to be prepared to respond to COVID outbreak. И этот список был разослан всем нашим партнерам по развитию для того, чтобы они знали, что надо делать. And this priority list was distributed to all our development partners in order to inform them of our needs. Я хочу дать информацию для нашей прессы, что сегодня более 44 миллионов 450 тысяч сомони выделено для того, чтобы мы боролись с коронавирусной инфекцией. And for our colleagues from press and mass media, we would like to state that more than 44 million somoni were allocated for COVID response. 35 миллионов – это средства из бюджета. 35 millions are funds from the state budget. 4 миллиона – это специальные средства. And 4 millions are what we call special funds. Спасибо нашим представителям бизнеса. Они поддержали нас около 2 миллионами сомони. And we would like to also express gratitude to our business representatives or private sector. They allocated 2 million somonis for these activities. И за счет международных организаций мы получили помощь в размере 3 миллиона 260 сомони. And international organization provided assistance at the amount of 3,360,000 somonis. Надо обязательно подчеркнуть, что из фонда президента страны его указом от 1 мая 2020 года для работников системы здравоохранения повышена была заработная плата и выделено 12 миллионов 416 тысяч сомони. And also we have to point out that based on the decree of the President of the Republic of Tajikistan, amount of 12,416,000 somoni was allocated also for incentivization or as an incentive for healthcare workers from this special fund. Я могу дать информацию, куда потрачены эти деньги. Where we can provide you with information on where these funds are spent to. Например, на средства 11 миллионов 235 тысяч сомони. For example, the amount of 11,235,000 somoni. Мы купили 27 аппаратов искусственной вентиляции легких. Were spent on procurement of 27 ventilators, artificial. На сумму 5 миллионов 987 тысяч сомони. Where the amount was 5.5 million somoni. Надо подчеркнуть, что была недавно гуманитарная помощь от наших соседей Республики
Узбекистан, где насчитываются аппараты ИВЛ тоже. And also we have to point out that recently we have received humanitarian aid from our neighbors from Republic of Uzbekistan, where we also have those ventilators. В количестве 10 штук. 10 ventilators in particular. Кроме того, значит, наш предприниматель, Таджик Электромонтаж, закупил тоже 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и предоставил системе здравоохранения для оказания квалифицированной медицинской. And also one of our business societies or business entities of the Republic of Tajikistan, Tajik Elektromontaj, have procured 10 ventilators, which they provided to the Ministry of Health to improve the care of patients. В рамках проекта немецкого банка развития охраны здоровья матери и ребенка по Хатлону. In the frame of the KfW project on maternal and child health care in Khatlon region, выделено 1 миллион евро. This project, KfW, in the frame of the project, allocated 1 million euros. На эту сумму тоже планируется закупать медицинское оборудование. Это аппараты искусственной вентиляции легких, это кардиомониторы, электрокардиографы, то, что нужно для отделения интенсивной терапии, оксигенаторы, пульсоксиметры и, естественно, лекарственные средства и средства индивидуальной защиты. And this amount is planned to be spent on procurement of the ventilator, cardio monitors, and oxygenator, like a set of equipment for ICUs, and of course some amount will be spent on procurement of medication and PPEs. В рамках проекта Всемирного банка выделено 11 миллионов 300 тысяч долларов. In the frame of the World Bank, the fund allocated is 11.3 million USD. И как раз в рамках первого компонента, это закупка оборудования, оснащение 100 коек отделения интенсивной терапии в 10 больницах на всем, значит, во всех регионах страны будут закуплены аппараты ИВЛ, это 100 штук. And in the frame of first component of this project, it is a plan to procure necessary equipment to equip 100 beds in 10 IC units across the country, including procurement of 100 ventilators. Проект также предполагает закупку, значит, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. And this project also stipulates procurement of the medical drugs, as well as the personal protective equipment. И один из компонентов – это поддержка уязвимых слоев населения, как раз поддержкой адресной социальной помощи. And this project also includes one component which will be focused on the supporting the vulnerable groups of population in the frame of social support. Вся гуманитарная помощь, которая была получена из Федерации России, из Российской Федерации, значит, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Азербайджан, они были распределены по всем клиникам, значит, как Хатлонского региона, так и Сангильской области, Горно-Бадахшанской области, учреждения города Душанбе и районов республиканского значения. So all the humanitarian aid which was received or provided by Russian Federation, People's Republic of China, Uzbekistan, and Azerbaijan has been distributed among the health facilities of Khatlon Oblast, Sugd Oblast, the Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, and rayons or districts under Republican subordination, as well as Dushanbe healthcare facilities. Значит, я хочу отметить, что несмотря на то, что делается много, конечно, нехватка все равно чувствуется. Here we have to point out that despite all the efforts that have been implemented, we still feel some needs. Миссия подчеркнула о том, что сегодня маленькие швейные предприятия начали шить эти комбинезоны. WHO mission emphasized that the small tailor shops in the country already start producing those coveralls for health workers. И неплохо оценивают их качество. And the mission also evaluated the quality of those products as acceptable. В отношении того прогноза, который говорит в своем исследовании Всемирный банк, я хочу подчеркнуть, Всемирный банк еще дает выход из этой ситуации.
So with regard to the World Bank's forecast, I have to say I would like to emphasize that along with the forecast, the World Bank is also providing some guidance on how to come out of the situation. Это прежде всего, значит, дистанцирование. Which includes, first of all, distancing, physical distancing, самоизоляция, self-isolation, и бережно относиться к лицам старше 60 лет. And another recommendation is taking care of the people above 60 years old. Like И как раз в этом анализе указывается, если мы будем соблюдать эти 3 меры, мы можем снизить количество заболевших, количество смертей в Республике. And the same study states that if we will comply with with these 3 measures, we will be able to reduce the number of morbidity as well as mortality from COVID-19. Здравоохранение размещено на его сайте по распределению гуманитарной помощи, и комитет по телевидению и радио каждый день освещает, куда направляется гуманитарная помощь. All the activities of the Ministry of Health with regard to this distribution of the humanitarian aid which arrives to the country are reflected on the Ministry of Health's website, as well as through Committee of TV and Radio, through the TV and radio channel. This information is disseminated. Great. So I think we probably should move on to the next category of questions, depending on, I'm not sure how much time we have left. Here we can go without translation. Дорогие коллеги, я думаю, без перевода ясно, что господин Патрик просит перейти к следующей категории вопросов. Спасибо большое, дорогая госпожа Джобирова, дорогие коллеги. Следующая категория. У нас есть еще 20 минут. Давайте завершим в 6:30. We have 20 minutes. 20 minutes left? Okay. Да. Значит, да, следующая категория – это по касательной ситуации. Тут 2 более таких вопроса. Первый госпоже замминистра по поводу нулевого пациента. Было ли озвучено и откуда пришел к нам вирус, так как вирус выявили через месяц после закрытия границ. И второй – это коллегам из ТВОЗ по поводу ситуации, достигли ли мы пика, и если нет, когда мы его достигнем. So there are 2 questions with regard to the situation. First would be directed to the dear Deputy Minister, where who is the 0 patient, where it came from, because the first confirmed case happened after 1 month after official closure of the borders. Mm-hmm. And the second question would be more to our colleagues from WHO mission, that did we reach the peak of the epidemic, or if not, then when do you think we will reach it? Okay. Do you want me? I can actually answer both questions if you'd like. Если позволите, говорят, я начну. I'll start and answer both questions, and then I'll let Madam Deputy Minister to respond. Тогда, если позволите, доктор Патрик О'Коннор начнет и попытается ответить на оба вопроса, и потом уважаемая госпожа замминистра добавит свои комментарии по этому поводу. So, identifying the patient 0 is a very interesting question. I don't think that we will be able to do that. It's a very complex, it would be very complex to figure that out, and would require a lot of contact tracing and sort of really in-depth look at some of the data. I think really our most important concern is moving forward. We know we have cases and we know we need to respond to those cases. And so trying to find patient 0 is a very academic question. If anybody would like to write a PhD, that would be a very interesting to look at in retrospect. I think we're currently interested in sort of looking forward and trying to figure out how to best respond to the outbreak currently. And of course, you know, the question had to do with sort of when the borders were closed and when the first case happened. I think that you know, we can look and see what measures were put in place. People are still moving back and forth at much slower levels now than there were before. But I think we really need to be focused on the next steps moving forward and responding to the current cases we have.
and how to prevent future cases. Здесь, что касается нулевого пациента, говорит доктор Патрик О'Коннор, что это очень такой интересный момент и очень комплексная работа, которая потребует проведения углубленного анализа, эпидемиологических расследований, отслеживания контактов и так далее. Что сейчас, вкратце сказать можно, что у нас сейчас на это времени и ресурсов не хватает. В будущем, когда кто-то захочет написать, например, докторскую диссертацию или кандидатскую диссертацию, это будет очень интересной темой для этого. Сейчас, как нам кажется, нам нужно, как говорится, концентрировать наши ресурсы и усилия на том, что делать в будущем, как справиться с ситуацией. Конечно, интересный вопрос касательно того, что границы закрыты, а у нас через месяц появляется первый подтвержденный случай. Нужно здесь отметить, что несмотря на закрытие границ, все еще передвижение людей между границами продолжалось и продолжается. Тем не менее, в ограниченных количествах, но оно продолжается. Поэтому нам все-таки нужно концентрировать усилия или концентрировать внимание на будущее, а не на то, чтобы провести анализ того, что было в прошлом. Yes, and so as far as have we hit the peak yet, I think watching the data and monitoring it on a daily basis will let us know when we peaked. We still have increasing number of cases every day, and so we haven't peaked yet. We'll need to continue to monitor that, and when we can see that the curve is not going up anymore, but is flattening, then we will know we have hit the peak. And so our goal is to continue to work to flatten that curve. Что касается вопроса касательно достигли мы пика или нет, то здесь можно ясно сказать, что с тем, что каждый день число новых выявленных случаев увеличивается, это значит, что мы еще не достигли пика, повышение продолжается, и тщательно рассматривая данные, мы сможем уже с вами вместе определить, когда мы достигнем пика в будущем, когда вот эта вот кривая роста заболеваемости выровняется, и тогда будет означать, что мы достигли пика, и нам нужно сделать все возможное, чтобы мы как можно быстрее достигли этого пика. And all the efforts that are currently being done, as well as the recommendations that we are making, will help to flatten that curve quicker. И те рекомендации, которые мы дали, и те усилия, которые мы предпринимаем, они как раз таки направлены на то, чтобы помочь выровнять вот эту кривую роста заболеваемости. Вот госпожа замминистра хотела бы добавить. Я хочу добавить, что действительно очень тяжело отследить и сказать, кто первый больной. So I would like to add here that indeed it is very difficult to trace and say who was the first case, which was the Потому first что case. границы с Кыргызстаном это фактически соседи. Живут через дорогу. So one of the kind of causes for this is that our borders with the Republic of Kyrgyzstan is like neighbors. They are living across the street from each other. Также границы с Республикой Узбекистан. The same is situation with the borders with the Republic of Uzbekistan. Несмотря на то, что границы закрыты, но все равно вот именно торговля, посещение, хождение, это все оставалось через какие-то потайные, скажем, ходы. Despite the official closure of the borders, they were continuing like cross-border trades, unofficial movement of people through some covered or hidden ways and routes. И вы все прекрасно знаете, что нарушение карантинных мер уже само по себе способствует появлению инфекции в стране. And you know very well that violation of quarantine measures are also promoting or contributing in the expansion or dissemination of contamination or transmission in the country. Несмотря на то, что с января месяца во всем мире информация идет об этой коронавирусной инфекции, и у наших соседей уже в Кыргызстане, в Узбекистане есть инфекция, народ все-таки нарушает какие-то карантинные меры, правила противоэпидемических. Despite the fact that since January already across the world at global level everywhere there is information about the COVID and also cases of COVID in Kyrgyzstan and Uzbekistan, still our people were violating quarantine measures and visiting each other. Поэтому возникновение этого заболевания прежде всего играет роль человеческий фактор. Because first of all, like emergence of this outbreak is most closely connected with the human factor.
Okay, so I think maybe we move on to the last category. It looks like we have about 11 minutes, so maybe we get 1 or 2 questions. Так что, как вы видите, у нас осталось 11 минут. Давайте перейдем к нашей последней категории группы вопросов, которые вы отметили. Последние 2 вопроса из всего большого количества вопросов, которые мы получили, так как мы имеем более 90 участников. Значит, это один интересный вопрос по поводу мероприятий по дезинфекции улиц, насколько это эффективно. Также по поводу вопрос касательно карантина. Почему его до сих пор не объявляют, раз ситуация ухудшается? Спасибо. Thank you very much for the detailed explanation. We have in the last category, we have a lot of questions, but 2 are the most frequently asked, because you have to understand we have more than 90 participants now participating. So 2 questions. One is about the disinfection of the streets. How effective is this activity with regard to COVID-19? And the second question is, what is the situation with quarantine? Why this quarantine has not been declared in the country, though the situation is deteriorating? Disinfecting streets, anybody? No. Would you like to comment, madam, on that? Вы скажете касательно дезинфекции улиц, насколько это эффективно? Уже вы знаете, что город Душанбе, другие города, значит, республики принимают дезинфекционные меры, но больше я думаю, что это все-таки контакт. Это чистые руки, это частое мытье рук, ношение масок, да, а это психологическое значение. Достаточно поддерживать стандартную чистоту на улицах, стандартную, вовремя утилизировать мусор, да, соблюдать требования гигиены, не обязательно мыть все улицы подряд хлорсодержащими средствами, это, простите, уже избыточно. У нас все-таки коронавирусная инфекция, а не эпидемия чумы. With regard to this, we can say that this disinfection of the streets has more psychological effect than the actual epidemiological effect. And as Dr. Semyonov also mentioned, that the most important still is the social distancing, personal hygiene, proper disposal of the waste, and keeping the streets clean as regular. There is no need to wash all the streets with chlorine. This is not the plague epidemic. It is just the coronavirus. Yeah, so, I think we really highly recommend good hand hygiene and cough etiquette and physical or social distancing. И также я думаю, что здесь мы опять-таки настоятельно рекомендуем соблюдение гигиены рук, правильного этикета при чихании и кашле и социальное и физическое дистанцирование как наиболее эффективные меры профилактики. And so for the second question about quarantine, there are quarantine zones here that are being used, particularly for people who are coming from outside the country, for them to be 14 days in a facility or at home to ensure that they aren't, that they haven't been infected and are infectious. And so I think this also goes into that package of physical distancing that we have been talking about, that there are different levels and different measures to be taken, particularly with people who are sick and need to be quarantined, and then people who are contacts, or people who may have been infected. So is that the question that's being asked? То есть, что касается карантина, карантинные определенные меры уже предпринимаются, потому что все прибывающие в страну люди помещаются на 14 дней под карантин в определенном учреждении или на дому. Также и контактные лица, и лица, у которых есть подозрение на заболевание или инфицирование, они также помещаются под карантин. И это тоже как раз-таки имеет отношение к именно изоляции и физическому дистанцированию. Это вот на этот вопрос нужно было ответить. Вопрос, насколько я понимаю, про тотальный карантин для граждан. So the question is related to the total quarantine, like a lockdown. Oh, about lockdown in the country. Okay. I think that it
if we look at the spectrum of activities related to physical distancing, they are either completely open at one end and completely closed at the other end. То есть, если что касается именно полной изоляции или карантина, как мы называем, нужно сказать, что если мы посмотрим на спектр физического дистанцирования или отношений контактов между людьми, это либо полностью открытое, очень близкий контакт, либо полностью закрытое с другой стороны. And I think we, in every country, we look at a mixture of activities that need to happen for physical distancing. И что касается, я думаю, что в разных странах мы должны рассматривать разные наборы мероприятий, которые должны обеспечивать физическое дистанцирование в каждой отдельной стране. And I think, as I had mentioned in the press briefing at the very beginning, was that none of these activities by themselves will be effective in stopping transmission. И здесь нужно сказать, как я уже отметил в самом начале в нашем пресс-релизе, что ни одна из этих мер не будет эффективна, когда внедряется отдельно, по отдельности. So you can't just do testing, and you can't just do physical distancing, and you can't just do quarantining. There has to be some combination of activities, and it is dependent on the situation in the individual country. И, конечно, вы не можете справиться с этой эпидемией или с этой вспышкой только методом тестирования отдельно, или только методом физического дистанцирования, или методом карантинной изоляции подозрительных лиц. Все наши мероприятия должны включать в себя определенную комбинацию этих трех направлений или трех мер. And I think we think that we want to help Tajikistan in sort of figuring out what is the best combination of all of those activities, and that is what we refer to as the blended approach to responding to the outbreak. И также мы собираемся и намереваемся оказывать содействие Республике Таджикистан в определении наиболее оптимального для Таджикистана набора мероприятий по профилактике или по реагированию на вспышку COVID-19. И под это мы подразумеваем, когда говорим о кастомизированном или адаптированном подходе для Республики Таджикистан. Yeah, and finally, I would like to say that, you know, we really appreciate the huge response we've had to this press briefing, and we appreciate all the questions, and obviously people are interested in understanding what the situation is and what our observations were and what our recommendations have been. And I think we need to maintain a very trusted relationship in sharing information and, you know, asking questions and having us be able to answer them. И также, пользуясь случаем, я бы тоже хотел поблагодарить всех за проявленный очень большой интерес к данной пресс-конференции, также для интерес к той информации и рекомендациям, которые мы можем предоставить. Я думаю, что нам и на будущее нужно продолжать продолжать наши доверительные взаимоотношения и обмен информацией, то есть постановка вопроса и получение максимально достоверного ответа на него. And I would also like to reiterate that it's really the responsibility of everybody to follow guidelines, understand why certain measures are being taken, to help implement them. And I think we need to be relying on each other to make sure that we are following the correct guidance and protocols. И также еще раз хочу настоятельно подчеркнуть, что именно от каждого из нас, то есть каждый из нас несет ответственность за соблюдение тех мер, понимание тех мер, которые предпринимаются в рамках реагирования на эту эпидемию или на эту вспышку, и каждый из нас отвечает за то, чтобы соблюдать и реализовать эти меры. And it's, again, it's everybody's responsibility to help in the way that they can to respond to this outbreak and help us get through it and to the next phase. И опять-таки я хочу еще раз повторить, что каждый из нас отвечает. Это наша общая ответственность оказать содействие настолько, насколько мы можем, и помогать друг другу пережить эту ситуацию и потом решить, что мы будем делать в дальнейшем. And again, we're happy to take the questions that we were not able to answer in this particular forum and try to answer them remotely and share the answers with Parvis.
and then you can get your answers, the answers to your questions. И также еще раз напоминаю, хочу повторить, что мы готовы ответить на те вопросы, на ответ на которые у нас не хватило времени во время этого форума, и мы готовы получить эти вопросы от Парвиза и передать наши ответы ему, чтобы он распространил эти ответы среди всех участников.